Спонсор выпуска – магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич. Добрый день. Приветствую, Дмитрий Юрьевич. Про что сегодня? Сегодня поговорим про секретные протоколы к договору о ненападении между Советским Союзом и Германией 23 августа 1939 года. Они разоблачают сатанинскую сущность большевиков. Да. В прошлый раз мы с вами говорили, собственно, о предпосылках к заключению этого договора. И зрители задали вопрос, а почему мы не рассказали подробно про содержание секретных протоколов. Поэтому сегодня естественное продолжение. И тем зрителям, которые подключились вот сейчас, я бы рекомендовал все-таки сначала ознакомиться с предыдущим роликом, поскольку мы будем, в общем, развивать мысли, изложенные там. И вообще, я должен сказать, что понять содержание секретных протоколов невозможно без внимательного изучения предварительных переговоров между Англией, Францией и СССР весной-летом 1939 года. Потому что, как помнят подписчики вашего, Дмитрия Юрьевича, канала, главной целью Советского Союза на этих переговорах было закрыть политическим, дипломатическим путем те коридоры, по которым враг мог напасть на Советский Союз, закрыть плацдармы нацистской агрессии. В качестве плацдармов выступали страны-лимитрофы, в первую очередь, то есть те государства, которые ранее составляли национальные окраины Российской империи. Это, в первую очередь, Прибалтика, Финляндия, Польша, а также на юге, на юго-востоке Европы – это Румыния. Вот Советскому Союзу было чрезвычайно важно, чтобы эти страны не были захвачены или добровольно не предложили свою территорию для размещения немецких войск. Почему именно немецких? Ну, потому что антисоветская агрессивность Германии была известна изначально, еще со времен Mein Kampf, где Адольф Гитлер изложил свою программу политического развития Германии, которая тесно связывалась с завоеванием земель на Востоке. В общем, декларация Mein Kampf – это декларация экспансии именно на восток. Гитлер там прямо так и пишет, что мы прекращаем наше движение на запад и возобновляем вековое движение на восток. Дранг на Хостен. И он специально для тех, кто, может быть, хотел бы иначе истрактовать его слова, уточняет, что мы имеем в виду именно Россию и подчиненные ей окраинные государства. То есть те государства, которые, может быть, в негосударственной форме, да, до Первой мировой войны существовали, например, Прибалтика, да, не имела своей государственности, но после Первой мировой войны и революции получила свою государственность. То есть вот эти земли Гитлер, безусловно, рассматривал как жизненное пространство для Германии. И Сталин, и вообще все советское руководство, которое, ну, во-первых, читало Mein Kampf, во-вторых, очень внимательно следило за высказываниями нацистов и за их политической линией, она была подчеркнута антисоветская, да, один Лейпцигский процесс чего стоит, не имела, не питала по этому поводу никаких иллюзий абсолютно. Вот. Поэтому агрессивность Германии была очевидной, и важная задача здесь заключалась в том, чтобы поставить заслоны этой агрессии. Поскольку Германию и Советский Союз разделяли другие территории, то было важно, чтобы эти территории в той или иной форме были закрыты для проникновения нацистов. Ну, то есть, чем ближе вражеские войска стоят к нашим границам, тем больше шанс на завоевательный успех. То есть, одно дело, если они стоят под Берлином, и совершенно другое, если под Ригой. Да, да. Ну, масса граждан не понимает, что плохого в том, что базы НАТО придут на Украину и встанут, например, в Крыму. Так точно. Да, это все очень и очень плохо. И вот, собственно, основной смысл англо-франко-советских переговоров с советской стороны заключался в том, чтобы закрыть эти коридоры политическими гарантиями. Но ни Англия, ни Франция этих политических гарантий решительно не давали. Особенно Англия в этом отношении отличалась, которая пыталась использовать эти переговоры только как инструмент давления на Германию.
и принудить немцев уже к выгодному для англичан заключению договора. Вот. Ну, а Советский Союз это, конечно, не устраивало. И в результате СССР, играя на противоречиях между западными державами, в первую очередь между Германией и Англией, а также между Германией и Польшей, решил, что если она не может получить эти гарантии от западных демократий, она получит эти гарантии от самой Германии. Потому что Германии для того, чтобы решить польский вопрос, решить противоречие с Польшей, необходимо было... Германия рассматривала вариант заключения тактического, конечно, не стратегического, а тактического договора с Советским Союзом. И Советский Союз на это пошел, потому что только Гитлер, в отличие от западных демократий, согласился дать такие гарантии на, так сказать, невхождение своих сил, невхождение своих войск и не распространение своего политического влияния на эти коридоры. Это была, конечно, тактическая победа Советского Союза, потому что в прошлый раз мы показывали, как сильно распространилось немецкое влияние в Прибалтике. И Прибалтика, в общем, при прочих равных, конечно, была готова уже перейти в стан нацистских государств. Вот. Что касается остальных держав, о которых мы упоминали, то с ними была несколько иная ситуация. Они лавировали между разными лагерями. Вот. Но все эти государства отличались последовательно недоброжелательной политикой к Советскому Союзу. То есть они лавировали между англичанами, грубо говоря, и немцами. А к Советскому Союзу все эти державы относились с предубеждением, опаской и имели к нему территориальные претензии. И более того, сразу после Первой мировой войны практически со всеми этими державами Советская Россия находилась в состоянии либо открытой войны, либо необъявленных боевых действий. Значит, давайте поподробнее на эту тему сейчас поговорим, чтобы прояснялась ситуация. Финляндия. С одной стороны, Финляндия, конечно, опасалась Коминтерна. Мы помним, что в 1918 году в самой Финляндии была своя собственная гражданская война, где сражались красные финны и белые финны. Красные финны были побеждены, правда, при значительной поддержке дивизии немецкого генерала фон дер Гольца, которая высадилась в Финляндии и поддержала войска маршала Маннергейма. Вот. Поэтому, так сказать, воспоминания о собственной гражданской войне были живы, вот, и культивировалась красная угроза. Это с одной стороны. Но с другой стороны, буржуазная Финляндия, вне всякого сомнения, имела территориальные претензии к советской России, впоследствии к Советскому Союзу. И в ходе тех же самых постреволюционных событий Финляндия попыталась захватить те земли, которые никогда ей не принадлежали. Финская крупная буржуазия, националистические круги полагали, что Финляндия должна присоединить к себе советскую Карелию, а если повезет, то и Кольский полуостров. И в ходе конфликтов после Первой мировой войны Финляндия, в общем, в накладе не осталось. Все это захватить ей не удалось, но, тем не менее, Финляндия сумела захватить важную стратегическую точку на Кольском полуострове, а именно порт Печенга на Белом море, который никогда Финляндии не принадлежал, и Финляндию его переименовали в город Петсама, да, но, значит, это старинный русский город, основанный в средние века, и, так сказать, к финнам не имеющий никакого отношения. Тем не менее, финны себя, в общем, порадовали, побаловали, но этим их амбиции не удовлетворялись. Точно так же, как, извини, перебью, и Карелия, да, которая в шведских документах, дошедших до нас, упоминается исключительно как Водская Пятина. Пятины – это были новгородские земли, и всем было совершенно конкретно ясно, чье это. Там постоянно шли бои за эти территории еще в средние века, то есть с одной Карелы, если взять, да. Если Карелы православные, то как-то. Вот. Но, тем не менее, да, как бы финны. Я бы еще вдогонку выкрикнул, что наиболее горячие типа президента Рюти. А вообще считали, что Финляндия до Урала должна простираться. Великая Финляндия. Ну, да. Были и такие.
финский истеблишмент явно строил аннексионистские планы. Кроме того, Финляндия в течение вот этого 20-летия, прошедшего между Первой мировой войной, была территорией, с которой регулярно на территорию Советского Союза происходили вторжения, не вторжения, а переходы разного рода иностранных агентов, диверсионных групп и прямых террористов. Например, белогвардейская диверсионная группа, которая совершила известный террористический акт в 1928 году, взрыв парт-клуба в Ленинграде, пришла к нам именно с территории Финляндии. Поэтому основания опасаться, так сказать, перехода финнов в стан враждебной коалиции у Советского Союза вне всякого сомнения были. Финны тоже опасались, так сказать, угрозы Коминтерна и угрозы поддержки коммунистического движения со стороны, но и сами они, так сказать, явно совершенно вели по отношению к Советскому Союзу довольно недружелюбную политику. И на фоне англо-франко-советских переговоров они стали демонстрировать свою независимость, которая, в частности, проявилась, во-первых, в 1938 году в Хельсинки были очень пышно отпразднована победа белых в гражданской войне. А поскольку победа была одержана с немецкими товарищами в Союзе, в первую очередь, на самом деле, Фондергольцем она была одержана, то, так сказать, она была призвана демонстрировать единство, добрые партнерские отношения Финляндии и Германии. Более того, в самый разгар переговоров англичан и французов с Советским Союзом в Москве в Финляндию прибыл никто иной, как Франц Гальдер. Это начальник штаба сухопутных войск нацистской Германии. Причем Франц Гальдер не просто прибыл в Хельсинки, а поехал, на минуточку, в город Выборг, который тогда находился в составе Финляндии. И, в общем, он очень недалеко, как сказать, петербуржцы точно понимают, а жители других регионов, может быть, не очень понимают. Выборг находится очень близко к границе. Сейчас «Ласточка» доводит до Выборга за час. И там Франц Гальдер буквально вблизи советской границы поучаствовал в артиллерийских учениях. Естественно, это выглядело как вызов, как демонстрация. Таким образом, финское руководство пыталось, видимо, повлиять на англичан и французов, которые пытались, так сказать, склонить финнов к принятию гарантий со стороны Советского Союза, Англии и Франции. Но финны демонстрировали такую независимость. Короче говоря, никаких гарантий, что Финляндия будет нейтральна, не было. Также напомню, что Советский Союз с 1938 года вел с Финляндией переговоры об обмене территориями. Почему? Потому что граница Финляндии проходила по территории нынешнего Санкт-Петербурга, по поселку Белоостров, в 30 километрах не от города Ленинграда, а от центра города Ленинграда. И дальнобойная артиллерия, установленная на финской территории, уничтожала бы весь промышленный потенциал Ленинграда примерно за несколько суток. В самом благоприятном случае. Это было, конечно, очень опасно. Вообще такая ситуация сложиться не должна была. Я здесь совершу некоторый экскурс в историю, чтобы пояснить, почему она сложилась. Потому что здесь мы ярко видим, как большевики следовали, в общем, в фарватере царской политики по той простой причине, что им досталась та же самая география. Дело в том, что, как вы знаете, Петр Великий отвоевал земли, на которых был основан Петербург, у Швеции в ходе Северной войны. Русские войска заняли значительную часть Финляндии, но Петр I по нештатскому миру эту Финляндию отдал. Он использовал ее как козырь, с помощью которого он торговался со шведами на мирных переговорах. Финляндию отдали, но граница прошла за городом Выборгом. И поэтому не то чтобы Петербург был в относительной безопасности, но все-таки граница была не под самым боком. Петербург не был пограничным городом. Прошло 100 лет, и Александр I как бы закончил дело Петра, потому что он присоединил Финляндию. Надо сказать, что Швеция была сильно уязвлена своим поражением в Северной войне и в течение XVIII века дважды предпринимала попытки вернуть утраченные земли. Первая попытка была
при Елизавете Петровне, вторая попытка уже при Екатерине II. Обе эти попытки оказались неудачными. Русские войска действовали успешно и отбили шведские нападения. Но, тем не менее, философ Монтескье, например, очень интересный образ нам оставил. Он сказал, что Россия со столицей в Петербурге напоминает человека, у которого сердце находится на кончике мизинца. Вот, то есть, все равно было понятно, что чисто геополитически Петербург находится очень недалеко от границы, и раз шведы нападают, вот им не удавалось глубоко вторгнуться в территорию России, но теоретически такая угроза была, и она сохранялась, например, во время Крымской войны, когда была непонятна позиция Швеции. Потом. Вот. Но Александр I, еще до Крымской войны, он эту проблему упростил. Упростил он ее очень и одновременно усложнил. Объясню как. Значит, упростил он ее тем, что после Тильзитского мира с Наполеоном Россия обязалась объявить войну Швеции и принудить ее к континентальной блокаде Англии, главного наполеоновского врага. Ну, попутно, как это всегда бывает, Россия решала свои собственные личные проблемы. А именно, она отвоевала наконец-то у Швеции всю Финляндию и вынесла границу совсем далеко. Однако Александр I тут же начудил. Для того, чтобы задобрить финнов, которые, кстати, вели ожесточенную партизанскую войну против русских войск, он даровал Финляндии свою собственную государственность, правда, под скипетром русского монарха. На карте Европы появилось Великое княжество Финляндское со столицей, значит, в Гельсингфорсе. И Великое княжество Финляндское формально было отдельным государством, которое было отделено от остальной Российской империи специальным таможенным барьером. Вот. Пользовалась очень широкой автономией, которую уже при Александре III и Николае II постепенно стали забирать, потому что финны уже очень распоясались с точки зрения этих наших последних царей. Вот. И еще в рамках вот этой политики умиротворения финнов Александр подарил Великому княжеству Финляндскому так называемую Старую Финляндию, территорию от поселка Белоостров до Выборга. И таким образом граница с Финляндией прошла не там, где она проходила во времена Петра, то есть далековато. Заложил атомную бомбу. Да, совершенно верно, заложил атомную бомбу, совсем под боком. Но поскольку Великое княжество Финляндское было в составе Российской империи, то, в принципе, ни Александра, ни кого бы то ни было еще в течение 100 лет это не особо волновало. А дальше произошла Октябрьская революция. Владимир Ильич Ленин даровал Финляндии независимость. Дальше началась гражданская война, в ходе которой красные финны потерпели поражение, и граница буржуазной Финляндии оказалась под боком у пролетарского Петрограда. Вот. Надо сказать, что эта коллизия имеет некоторое отношение к фигуре Александра Васильевича Колчака, который до самого последнего момента не признавал, то есть он, который вообще так и не признал независимость Финляндии, и тем самым не купил поддержку маршала Маннергейма в наступлении на Петроград, хотя Маннергейм усиленно предлагал. Вот. И, конечно, с точки зрения долгосрочной политики, на мой взгляд, это была ошибка Колчака. Мы об этом говорили в наших беседах о гражданской войне. Но необходимо все-таки пояснить, почему Колчак так себя вел. Не просто потому, что он нас считал, не просто потому, что принцип единой и неделимой России был для него каким-то символом веры. Просто Колчак и окружавшие его политики понимали, что Финляндия может стать плацдармом нападения на будущую Россию, пусть даже и белую. И поэтому они хотели выторговать у Финляндии, чтобы на территории Финляндии сохранялись русские военно-морские базы, возможно, там стояли контингенты, и чтобы Финляндия обязалась вести нейтральную политику. Вот это был важный момент для Колчака. Но, конечно, он заставить Финляндию дать такие обязательства не мог и не понимал, что политика – это искусство возможного. Поэтому тактически большевики были правы. Но проблема оставалась, и решать ее пришлось уже товарищу Сталину, который в 1938 году инициировал переговоры с Финляндией
предлагая Хельсинки поменяться территориями. Вот вы нам отдаете, значит, вот эту так называемую Старую Финляндию, которую еще Петр отвоевал, мы выносим границу чуть-чуть подальше, взамен получаете большие территории в Советской Карелии, которые вы так хотели захватить, мы все помним это. Ну, финны, финское руководство, точнее, отказалось это делать. Хотя были и здравомыслящие политики в самой Финляндии, и один из них – это, кстати, Маннергейм. Он считал, что надо поменяться. Мы таким образом успокоим русских. Да. Пусть мы их просто успокоим, и все. Но возобладали другие настроения. И это Кремлю как бы намекало на нелояльность Хельсинки. То есть в Кремле это толковали, и не без оснований, кстати, толковали, что финны склоняются принять немецкую поддержку или вступить с Германией в союз. Вот все вот эти сигналы, которые исходили из Хельсинки, и пышное празднование 20-летия победы над красными в союзе с немцами, и приезд Гальдера, который прямо на границу поехал, а он приехал, съездил в Выборг и потом к советской границе, а потом еще съездил в Северную Финляндию, к другой советской границе, как раз с Мурманском. Вот. А Мурманск – это, в общем-то, очень важно. Это северные врата в Советский Союз. В позднем незамерзающий порт. Да, незамерзающий порт. Поэтому все это было очень опасно и намекало. Ну и, наконец, вот этот отказ обмениваться территориями, в общем-то, очень неблагоприятное впечатление производило и вызывало в Кремле очень серьезные опасения. А что вы там замышляете? Поэтому вопрос даже заключался не в том, были ли у Финляндии такие планы, а могли ли быть у Финляндии такие планы, возможно ли было такое развитие событий. И поэтому политикам в Кремле, конечно, нужно было устранить возможное развитие событий в этих условиях неопределенности. Это то, что касается Финляндии. Значит, теперь, что касается Польши. Мы уже довольно с вами подробно в прошлый раз на эту тему поговорили. Еще раз акцентируем внимание. Опять же, поляки в течение 20 лет вели достаточно враждебную политику по отношению к Советскому Союзу. Они опасались Коминтерна, в общем, не без оснований опасались, но и Советский Союз имел основания опасаться империалистической агрессии Польши, которая явно была нацелена на восстановление своей территории как минимум в границах 1772 года, а еще лучше с Киевом. Это не могло не волновать Советский Союз. Кроме того, была, конечно, в Польше явная антисоветская, антикоммунистическая линия политическая, и ее территория, точно так же, как и территория Финляндии, была плацдармом, местом, из которого вторгались разнообразные антисоветские банды, переходили диверсанты, террористы границу из Польши в Советский Союз. Вот. Все это было очень опасно. И важное опасение, которое было у советского руководства, заключалось в появлении Германско-Польского союза. Германия не одна пойдет против СССР, а как-нибудь договориться, что Германия вот этот кусок, а Польша вот этот кусок, и они пойдут на Советский Союз вместе. Вот это было возможно, во-первых. И даже еще в январе 1939 года Риббентроп об этом говорил с польским дипломатом Беком. Вот. Все это было возможно. И, конечно, Советский Союз хотел это предотвратить. Поэтому он и настаивал на переговорах с Англией и Францией, что если под тем или иным предлогом, в результате агрессии Германии или в результате доброй воли Польши немецкие войска оказываются на территории Польши, то, значит, Англия, Франция и СССР совместно объявляют Германии войну. Угу. Дают Польше гарантию. То есть появление немецких войск на территории Польши, в том случае, если бы проект СССР по англо-франко-советским переговорам был подписан, появление немецких войск на территории Польши под любым предлогом все равно бы считалось актом агрессии и утратой Польши собственного суверенитета. Ну, естественно, что англичане и французы стремились слезть с этой договоренности.
Кроме того, нельзя забывать, что хотя Советский Союз и признал границы Польши, однако, ну, скажем так, Советскому Союзу была нанесена такая моральная травма, потому что по результатам поражения в Советско-Польской войне 20-21 годов граница Польши прошла значительно восточнее, чем предполагалось. Вот, то есть она нарушала этнографическую границу, признанную Великобританией, так называемую линию Керзена. И в составе Польши оказались Западная Украина и Западная Белоруссия. Вот на Украине, я так понимаю, события 80-летней давности прошли незаметно, но зато для Белоруссии это своего рода национальный праздник, потому что 17 сентября, благодаря походу Красной Армии в Польшу, да, благодаря польскому походу, произошло воссоединение Восточной и Западной Белоруссии. И, собственно, страна Белоруссия в современных своих границах, она появилась в результате именно этого похода. Белорусы смогли объединиться. А поскольку западные белорусы, как-то ни крути, были подавляемым меньшинством в польском государстве образца после Первой мировой войны, то для них это, безусловно, был праздник. Это действительно освобождение от польского гнета. Вот, потому что в составе Советского Союза они имели свою государственность и могли, например, там спокойно не разговаривать на своем языке, не имели никаких препятствий ни для развития культуры, ни для карьеры, поэтому для жителей Западной Беларуси это был грандиозный прорыв в национальном смысле. Вот. Ну, иными словами, существовали хотя и подспудные, но тем не менее территориальные проблемы, да, с двух сторон. Поэтому Польшу в качестве союзника СССР рассматривать никак не могло, даже без учета того, что Польша отказывалась пропустить советские войска через свою территорию. Это был враг в ситуации 1939 года едва ли не столь же опасный, как и Германия. Поэтому, конечно, Советский Союз понимал, что если Польша не хочет явно позиционироваться как союзник, вот, это значит, что, скорее всего, она вынашивает какие-то агрессивные планы, и в интересах Советского Союза рассорить двух своих врагов и руками одного нейтрализовать другого. Да. Значит, с Польшей разобрались. Поехали дальше. Есть еще Румыния. Румыния также сразу же после распада Российской империи проявила себя как агрессивное государство, поскольку оно немедленно захватило Бессарабию, входившую в состав Российской империи, и присоединило ее к своему королевству Румынии. Да? В отличие от Польши, границы которой Советский Союз признал, вхождение Бессарабии в состав Румынии Советский Союз не признавал никогда. И на картах, которые выходили в Советском Союзе, Бессарабия по-прежнему была окрашена в цвета. Не по-прежнему, Бессарабия была окрашена в цвета СССР. В Румынии также существовала политика поражения в правах, неофициальная политика поражения в правах славянского и еврейского населения. И СССР был, конечно, заинтересован в том, чтобы и на этом направлении отодвинуть границу как можно дальше. И в этом случае Бессарабия была скорее просто предлогом. То есть мы никогда не считали эту территорию вашей, эта территория наша, поэтому отдавайте ее. И на этом основании мы отодвигаем границу от Украины, да? как можно дальше. Надо сказать, что с историей, назовем это аннексией, да, с историей захвата Бессарабии связано несколько важных политических эпизодов. Там румынские войска реально воевали с русскими еще с войсками старой армии, разоружали их. И это стало поводом к, наверное, первому дипломатическому скандалу молодой Советской Республики. Потому что когда Владимир Ильич Ленин в конце декабря 1917 года получил донесение о разоружении и захвате русских войск в Бессарабии, русских войск советских, да, которые, так сказать, на советских позициях стояли, он приказал ни много ни мало арестовать румынского посла Диаманди, который находился в Петрограде.
Это был, конечно, с точки зрения международной практики поступок вопиющий, но у Ленина были далеко идущие политические планы. Дело в том, что весь посольский корпус его не признавал. То есть все послы иностранных держав после Октябрьского вооруженного восстания, после революции делали вид, что ничего не произошло. И вот те товарищи, которые как бы называют себя правительством, мы на них не ориентируемся, они никто, спокойно ждем учредительного собрания. Короче, к Ленину они не ходили, ему не представлялись и с ним не общались. А мы помним, что первое внешнеполитическое заявление, которое сделало советское правительство, да, это декрет о мире, это предложение всем сесть за стол переговоров. И Ленин приказывает арестовать посла Диаманди, и после этого весь корпус к нему бежит. Конечно, с протестами, конечно, с претензиями, что это такое, обзывает их варварами. Вот. А Ленин говорит, пришли, давайте-ка поговорим. Вот. И вот именно с этого момента завязываются отношения, хоть какой-то диалог начинается. То, чего хочет советское правительство. Вот. Но, тем не менее, вот Бессарабия осталась в составе Румынии. Многие люди это переживали достаточно болезненно. Там, молдаване и украинцы. Вот. И у такого пассионарного человека, как Григорий Котовский, о котором мы с вами еще поговорим в наших разговорах о гражданской войне, был совершенно такой авантюрный план. Котовский предлагал советскому правительству в начале 20-х годов с группой преданных ему лично солдат ворваться на территорию Бессарабии, поднять там пролетарское и крестьянское восстание, вот, и, собственно, объявить о присоединении Бессарабии к Советскому Союзу, к Советской России. Вот, причем он так и писал, что типа, если восстание не удастся, вы скажете, что это была моя личная инициатива, я буйный отморозок, который не имеет никакого отношения, значит, к воле советского правительства. Отважен. Вот, да. Поэтому я, так сказать, готов к этому, значит, к провалу. Вот. Ну, а вдруг получится? Давайте попробуем. Ну, советское правительство тогда на это не решилось, а план такой был. Котовский вообще был очень яркий человек, конечно. Это вот один из выдающихся полевых командиров, скажем так, гражданской войны. И поэтому, конечно, когда возникли перспективы переговоров с Германией, вопрос о Бессарабии тоже был поставлен. Ну, каким образом он был поставлен? Он был поставлен именно в разговорах с Германией с точки зрения развязывания рук Советского Союза в определенных областях.